Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня с ниточками, с которыми мы уже работали не раз, так? И с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные. Самое главное, правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. А я, в свою очередь, рассказываю о ниточках, с которыми буду работать сегодня. Смотрите. Ниточки называются Визель Rainbow Angora. Цвет 31, пока не забыла. Дальше идем. По составу, что это за ниточки? В 100 граммах находится 550 метров. Это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. И нам советует производитель брать, смотрите, вот крючок спицы от пятерочки до шестерочки. Но дело в том, что я такую пряжу уже вязала, да, и для моего узорчика, для моей плотности вязания вполне подойдет троечка. А сегодня я буду брать вот такой вот большой длинный крючок, смотрите, он называется тунисский, и я возьму, получается, номер 3,5. Вот. Вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже, точно так же смотрите крючок, подбираете под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Давайте я наберу 30 воздушных петелек, и необходимо еще 2 петельки набрать дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 32 воздушные петельки. Вы набираете, сколько вам будет удобно. Не забудьте, что этот низкий крючок мы держим как спицу. Вот так, видите? Потому что иначе, ну, неудобно. Длинный крючок, иначе будет неудобно. Все остальное то же самое, как с обычным крючком. Итак, для начала петелька фиксации. Так. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. А теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, вот я держу, получается, петельку на крючке. Теперь отсчитываю от крючка вторую петельку. Раз, два. Во вторую петельку ныряю, вытягиваю ниточку и держу на крючке. Далее следующую петельку точно так же ныряю, вытягиваю ниточку, держу на крючке. И вот так шагаем по всей цепочке и набираем, получается, петельки на крючок. Несложно совсем. Самое главное, внимательно контролируйте себя. У вас количество петелек на крючке должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в воздушную цепочку. То есть, если я набрала, получается, 32 воздушные петельки, у меня на крючке должны будут получиться 32, получается 32 петельки, да? Вот, смотрите, понятно? Вот, и вот так вот шагаем до конца, получается, нашей цепочки, набираем петельки на крючок. Несложно? Несложно. Давайте самостоятельно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши петельки на крючке, все петельки, которые были на цепочке, сами себя проконтролировали, посчитали. Так, теперь беремся, как нам удобно, поближе, подальше крючок, и наша задача вернуться на начало ряда. Мы вначале провязываем одну петельку, берем ниточку и провязываем одну петельку. Так, дальше все остальные петельки мы будем провязывать по 2. Раз, два. Дальше опять раз, два. Раз, два. Поняли, да? Вот, по 2 петельки мы провязываем до начала ряда своей скоростью, как вам удобно, быстрее, медленнее и так далее. У вас получается вот такая вот, ну, назовем его гусеничка, да? То есть ничего необычного. Вот, вот такие вот петельки, вот такие капельки. Давайте самостоятельно до начала ряда, и здесь я вас встречаю. Договорились? Несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца наш ряд. Вот такая гусеничка у нас по итогу получается. Как мы заканчиваем наш ряд? Мы провязываем 2 петельки вместе. Оп, все, ряд наш закончен. Далее смотрите внимательно. Вот наша первая капелька, да, получается, вот от нее петелька. Мы эту капельку уже не трогаем, начинаем со второй капельки. Смотрите, за переднюю стенку взялись раз, сразу же 2 и сразу же 3. Угу. И протягиваем, захватываем ниточку, протягиваем через все 3 петельки. Есть. Далее накид
спереди назад. И возвращаемся обратно к этим же петелькам. Вот, за передние стенки. Эти же петельки взяли, вытянули ниточку, захватили ниточку, вытянули. Оп, понятно? То есть у нас получается точно так же получилось 3 петельки. Мы здесь взяли 3 петельки, и у нас 3 петельки. Дальше, смотрите, следующие 3 наши капельки точно так же беремся за передние стенки. Раз, два, три. Захватили ниточку, вытянули ниточку. Все. Дальше. Накид спереди назад. И обратно возвращаемся к нашим 3 петелькам. Раз, два, три. Опять захватываем ниточку и вытягиваем ее. Оп. Опять у нас получились 3 петельки. Поняли? Вот. И вот так вот мы идем до конца ряда провязываем. Давайте еще раз. Раз, два, три. Захватили. Протянули ниточку. Оп. Далее сделали накид спереди назад. Видите, ниточка? И опять вернулись к нашим 3 петелькам. И опять их вот так вот захватили, вытянули ниточку. Все. И у вас получается точно такое же количество петель, которое у вас было в самом начале, только вот таким вот образом провязаны. Не сложно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Показываем, что будем делать дальше. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот такая картина по итогу у нас получается. Практически до конца ряда провязали. Как мы заканчиваем наш ряд. Вот, после последних наших 3 петелек, так, у нас остается вот одна петелька. И мы ныряем насквозь в эту петельку. Так, захвачу 2 стеночки, вот. И вытягиваем ниточку. Все, наш ряд закончен. Теперь нам необходимо вернуться на начало ряда. Точно так же. Вначале у нас одна петелька идет. Потом мы провязываем по 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки. Поняли, да? И вот так вот шагаем до начала ряда по 2 петельки. То есть ряд вообще не сложный. Самое главное, первая петелька одна, а все остальные петельки у нас будут по 2. Беритесь поудобнее, как вам нравится крючок, да? Чаще всего подальше берут и вот так вот шагают до, получается, начала нашего ряда. Угу. Давайте самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали, получается, наш ряд. Такие похожи, как на песочные часики, да, получаются такие вот интересные лапки. Итак, что мы делаем дальше? Вот наша петелька на крючке. Она равна первой петельке вот нашего, да, ряда. Дальше у нас тут 3 петельки. Раз, два, три. Набираем. Нырнули за переднюю стенку, захватили. Вытянули ниточку, держим на крючке. Вторая получается капелька. Точно так же. Берем за переднюю стенку, вытянули ниточку, держим на крючке. Третья. Точно так же. Вытянули, держим на крючке. Дальше переходим к следующим нашим, получается, лапкам, песочным часикам, как назовем, да? Точно так же. Из 3 петелек первую взяли. Раз. Вторую. Аккуратненько берем. 2. И третью. И вот так вот мы шагаем по всему ряду и набираем вот так вот петельки. То есть совсем не сложно. Итак, раз. Следующая петелька у нас идет 2. Следующая петелька идет 3. Угу, поняли? И вот ваша задача набрать все петельки на крючок. Все, встречаемся в конце ряда. Несложно. Давайте. Так, смотрите. Вот мы набрали все наши петельки. Видите? Четко, ровненько, аккуратно. Как мы заканчиваем наш ряд. У нас опять остается последняя петелька. Так, мы, получается, в нее ныряем насквозь вот так вот и захватываем ниточку. Все, наш ряд закончен. Далее, как мы возвращаемся? Точно так же. Из ряда в ряд мы будем возвращаться одинаково. Одна в начале петелька, затем 2 петельки, затем 2 петельки. И вот так вот мы шагаем до начала ряда. Вообще ничего сложного. Угу. Выбирайте себе свою скорость и тихонечко вяжите, отдыхайте. Как вам? Понятно? Все, давайте самостоятельно до начала ряда и в начале ряда встречаемся. Так, вот опять провязали практически до начала нашего ряда. Вот, красота. И провязываем. Как мы заканчиваем ряд? Провязываем 2 петельки вместе, все. Опять наш ряд закончен. Далее, вот у нас петелька на крючке равна вот первой петельке нашего ряда. Дальше 3 петельки. Раз, два, три. Точно так же. Помните, как мы набирали в самом-самом начале?
Мы, получается, захватываем за передние стенки 3 наши петельки, вытягиваем ниточку, так, и потом, получается, делаем накид спереди назад, и опять возвращаемся, и вот эти же все 3 петельки наши захватываем снова, и опять протягиваем ниточку. Мгм. Помнили? Опять дальше точно так же. Опять наши 3 петельки. Раз, два, три. Провязали ниточкой. Вот так вот. Так. Спереди назад сделали накид. И обратно вернулись к нашим 3 петелькам. Точно так же. И опять вытянули ниточку. Помните, да? Как мы самый-самый наш первый ряд провязывали. Все. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Вы уже знаете, как вязать данный ряд. У вас получится. Так, смотрите, опять набрали по 3 петельки. Так, все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же у нас остается, получается, с вами одна петелька, и мы ее провязываем просто вот таким вот образом. Захватили петельку, нырнули насквозь, вытянули ниточку. Все, наш ряд закончен. Далее точно так же. Вначале одна петелька провязывается, потом 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И так шагаем до начала ряда. Повторюсь, берете поудобнее крючок, как вам больше нравится, и шагаете в своем ритме, в своем темпе. Угу. Все, давайте. В начале ряда встречаю. Так, вот наши песочные часики опять готовы. Так, и теперь помните, да, что мы должны сделать? Мы должны набрать наши все петельки на крючок. Итак, петелька первая у нас есть на крючке, дальше идут 3 петельки. Берем по одной петельке за переднюю стенку, да, берем нашу капельку раз. У второй получается капельки за переднюю стенку 2. И третья получается капелька за переднюю стенку 3. И опять, вспоминаете, да, просто делаем набор петелек на крючок. Тут несложно. Тут знаете, да, что по 3 петельки набираете. То есть тут обсчитаться как бы нельзя. Просто контролируйте. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Поняли, да? Все, давайте. Опять до конца ряда. И в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот какая у нас красота получается. Теперь нам необходимо закончить ряд. То есть все то же самое, без изменений. Мы проваливаемся в последнюю петельку и просто вытягиваем ниточку. Оп, все, наш ряд закончен. И точно так же возвращаемся одна петелька, потом 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, все. То есть возвращаемся мы в каждом, получается, ряду одинаково. Все. Вот смотрите, получается, мы с вами уже провязали 2 вертикальных раппорта узорчика. Один раппорт, получается, у нас это 2 тунисских ряда. Ну, или по, как бы, если мы будем считать по каждому ряду, то 4 ряда, да? Итак, вначале у нас мы набираем 3 петельки вместе, да, провязываем. Дальше возвращаемся по 2 петельки. В следующем ряду, получается, мы набираем петельки на крючок и обратно провязываем их по 2 петельки. Все, несложно, несложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Тем более ожидаю смену цвета. Очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у меня получается красота. Переходы, конечно, медленные, переходы очень длинные. Это здорово, это классно. Получается у меня после серой ниточки, да, видите, будет еще серее, 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 потом переходящая в такой вот интересно бордовый цвет, потом фиолетовый, такой синий и так далее. Но это уже в следующих, получается, узорчиках. А сегодня, смотрите, вот так вот. Интересно получается лицевая сторона. Возникает вопрос, кто-то если увидит, скажет, а как это связать? Да? Просто интересно, в то же время думаешь, а как зацепить, а как провязать, а как что такое интересное. Очень много видела маечек, топиков, когда тоже так же сидела, смотрела, а как это связано. Вот точно такой же узорчик. А как это связано? Вроде понятно, а вроде как бы и интересно, откуда какая петелька берется. Вот, берите в копилочку ваших узорчиков. Вот такой будет интересный узорчик. Я связала из таких тоненьких ниточек, да. Это может быть тоже и летние ниточки. Это будет очень классная маечка, топик. Это могут быть демисезонные ниточки. Это могут быть очень интересный шарфик, палантинчик. Очень шикарно получится. Если также секционная пряжа будет, очень будет красиво. Ну и, естественно, зимнюю пряжу берите, пробуйте, вяжите. Потому что узорчик будет смотреться по-разному с разной пряжи. Это вот изнаночка. Видите, все ровненько, аккуратненько. Лицевая сторона. Красота. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, что у вас получилось, с какими ниточками нам будет интересно. Если еще не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать. Вяжется, конечно, вы видели сами, очень быстро, очень легко. То есть шикарно вообще. Давайте замерим.
Итак, я, получается, набирала сегодня 32 воздушные петельки. Ну, допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, да, моя, получается, мой крючок. Это у меня выходит, ну, 14,5 сантиметров точно. Так, выровняем. Вот, смотрите, 14,5 сантиметров. И тут, получается, у нас рядочки считаем вертикальный, да, раппорт нашего узорчика. 4 ряда как бы обычных и 2 ряда тунисских. Так, это получается у нас как песочные часики. Раз, считаю, 2, 3, 4 вертикальных раппорта. 5, 6, 7, 8 на 4, да, получается, это 40 рядочков. Либо получается тунисских 20 рядочков. Вот видите, он такой плотненький, но вяжется быстро, так что не пугайтесь. Как вам? Понравилось сегодняшнее видео? Я надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Покажу, как тянется с этой стороны, как тянется с этой стороны. Видите, практически не тянется. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите и смотрите в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.